Привет, народ! Меня опять очень долго не было. И вот я появился, чтобы рассказать, что я жив и куда же я пропал так надолго. Как я и обещал, я опять переехал. Да, кластер переезжает чаще, чем снимает видео. Мне и самому это дико надоело. Этот переезд был особенно тяжелым, потому что я перевозил с собой все свое оборудование, инструменты, и таможне очень не нравилось, что у меня так много специфической техники. Компонентам повезло гораздо меньше. Точнее, я решил, что проще будет их раздать и купить здесь уже заново. Так что вот те мои ящички почти все остались моему другу. Собственно, поэтому я и не снимал так долго. Боялся, что многое я просто не смогу показать на камеру. Еще я решил не перевозить свою паяльную станцию Oaki 850D+, кажется, такая у нее модель. Она была с феном, и, собственно, я только феном и пользовался, не используя ее паяльник. Решил ее оставить, потому что она занимала, очень много места на столе, и давно уже пора было ее на что-то сменить. Я купил на замену очень компактный фен Quick 859+. Точнее, он казался компактным на фотографиях, на деле же у него такой длинный и жесткий шланг, что приходится убирать половину всего, что стоит на столе. А еще у него ужасный дисплей, который не видно даже под малейшим углом. У него минимальный угол обзора, так что мне не нравится. Паяльник я себе тоже решил купить новый, Pinesil второй версии. Мой старый TS100 никуда не делся, просто я решил купить паяльник с Type-C и Power Delivery, чтобы его можно было питать хоть от пауэрбанка и паять в самых разных труднодоступных местах. Бывает такое иногда нужно. У него абсолютно совместимые жало, он очень похожий, у него тоже стоит Iron OS, но у него побольше оперативной памяти, процессор на 144 МГц, а мы сейчас точно о паяльнике говорим. Еще я не стал перевозить свой свет для съемок, так изначально планировалось. Я думал купить уже новый, хороший, и многие мне пишут, говорят, что собрал бы сам свет для съемок. Да в том-то и дело, что он был у меня почти полностью самодельный, и это было то еще нагромождение из светодиодных лент, отражателей, огромных блоков питания, которые еще и шумели жутко. И все это еще не складывалось. Приходилось постоянно держать это в разложенном виде, и это занимало кучу места. В итоге я купил два осветителя Godox SL100B. Вот бы я еще ставить и настраивать его правильно научился. Но что это такое? У них меняется еще цветовая температура, хотя на моем самодельном свете цветовая температура тоже менялась, но мне это ни разу не пригодилось. Пускай будет на всякий случай. А вот RGB цвета, я думаю, что мне уж точно не нужны, и я не видел смысла за них переплачивать. И да, впереди меня ожидает еще один переезд, вот буквально в течение пары недель. Но это уже будет в рамках одного города и, наконец-то, на собственную квартиру. Ура! Больше никаких съемных квартир и полная свобода в модификации своего помещения. А модифицировать окружение под себя, как вы знаете, я очень люблю. Я там себе уже спроектировал новое рабочее место и разобрался в протоколах работы новой бытовой техники. Буду опять же делать там умный дом. Впервые мне так хочется поскорее переехать. На этой же съемной квартире я тоже делал умный дом. В особенности мне понравилось подключать к умному дому роллеты. Это такие жалюзи снаружи окон у дома. Очень здорово открывать их по голосовой команде и закрывать, погружая полностью квартиру в темноту. И также очень здорово поставить их на таймер и утром просыпаться от света солнца, а не от звенящего будильника. Ну и RGB свет, куда же без него. Черт, так сразу понятно, где я живу. Похоже, скоро накопится огромное количество материала на еще одно видео про умный дом. Но сначала надо бы снять уже видео про FDSK или FDSK. Я его разработал уже аж 2 года назад. И уже не особо-то помню вообще, что он из себя представляет и как работает. Надо будет заново все вспоминать. А что я вообще успел сделать за это время? Да ничего особенного на самом деле. Долго и тяжело адаптировался к новому месту. Разжирел вот опять. Из разработок все в основном касалось программного обеспечения, а не железа. Делал всякое для сетей,
разрабатывал всякие свои штуки для работы VPN в России, которые пока не блокируются. Всякое для умного дома, опять же, а точнее интеграции для Home Assistant. И немножко программировал под Android. Похоже, пора заново учиться писать под эту систему. Все мои знания безнадежно устарели. Сейчас еще и язык программирования Kotlin по-хорошему надо выучить, чтобы по Android писать. И 15-я версия Android меня просто вывела из себя. Теперь нужно следить, чтобы твое приложение хорошо выглядело и на разных версиях Android, и на светлой и темной теме, и на разных экранах, и с загнутыми углами, и с вырезом под камеру, и в ландшафтном режиме, и с разным масштабом, и на всяких Chrome OS еще, и телевизорах по-хорошему. Это пипец. Чинишь отображение на чем-то одном, оно ломается на чем-то другом. И самое обидное, это когда весь интерфейс твоего приложения это просто несколько настроек. Еще я решил прочиповать свой Nintendo Switch OLED под конец жизни этой платформы. Я не особо люблю пиратить и купил очень много игр для этой консоли, во многих из которых, кстати, разочаровался. Так что хотелось бы иметь возможность попробовать игру перед ее покупкой. Но основной причиной чиповки скорее стало желание проверить свой скилл, потому что Switch OLED очень тяжело чипуется. Там надо и снимать маску аккуратно с платы, чтобы обнажить очень маленькую дорожку, и подсоединиться к одному из выводов BGA чипа. Там просто пипец, и я был морально готов убить свою консоль, и сам даже удивился, когда все с первого раза заработало. Результат чиповки такой. Во-первых, мне захотелось купить еще несколько игр, которые я попробовал, и которые мне в итоге понравились внезапно. Хотя я совершенно не ожидал, что что-то из этого мне понравится. Во-вторых, я пожалел очень, что не прочиповал Switch сразу и не купил его на старте, потому что осознал, что хотел бы быть частью этой сцены, как это было на DS, на Wii и NES Mini, чтобы я писал какие-то приложения, утилиты, например, для удобной установки игр, потому что то, что есть сейчас, мне не особо понравилось. Вот есть в этом какая-то своя атмосфера, быть частью этого маленького комьюнити, который вот что-то в этом делает. Хотя, давайте будем честны, современные консоли стали уже настолько сложны, что я, наверное, не разобрался бы во всем этом. Еще я подумывал о покупке Nintendo Switch 2, но в итоге купил себе New 3DS XL. Где она? Но решил в итоге купить New 3DS XL. Просто решил, что если не сейчас, то уже никогда. Да, на ней софтмод, и я на нее установил все игры. Я реально взял SD-карточку на 512 гигабайт и установил на нее почти все игры, которые когда-либо выходили. Играть в них я, конечно же, не буду. Еще я пытался выбрать себе новые Bluetooth наушники. Мои старые от Sony с кастомами, о них я, кстати, делал видео когда-то, вот они уже умирают, ломаются постепенно, там и шумы какие-то в микрофоне, и сам корпус разваливается. Так вот, сейчас просто нечего выбрать-то. Сейчас все делают эти дурацкие True Wireless наушники. Вот Apple сделала свои AirPods с дурацким промдизайном, и все теперь тупо копируют, хотя это абсолютно неудобно. Я купил Buds 3 Pro от Samsung и написал длиннющий просто их обзор в Телеграме, где я в пух и прах говорю, насколько они ужасны, как там все плохо. Но потом я попробовал несколько других True Wireless наушников и понял, что у Samsung это все оказывается очень даже хорошо на их фоне. Так что в итоге я вот, наверное, на самсунговских и остановлюсь, но попытаюсь опять же сделать кастомы, что будет весьма непросто из-за того, что у этих дурацких True Wireless наушников этот дурацкий кейс. То есть, людям внушили, что они должны носить с собой пауэрбанк для наушников, чтобы ими полноценно пользоваться. Что за бред вообще? Так, еще у OpenAI стремительно падают цены с каждой новой моделью, поэтому я очень сильно снизил цены на своего телеграм-бота TaskyCat, который помогает планировать задачи и события в календаре. Пробный период теперь тоже длиннее, так что можете бесплатно хотя бы его попробовать, вдруг понравится.
Ссылку я оставлю здесь и в описании. Вообще, о моей жизни и разработках можно в реальном времени следить у меня в телеграм-канале. Там у нас еще и очень приятный чатик, за который не надо платить на Бусти. Там куча очень интересных людей, очень позитивное общение. Так что заходите, подписывайтесь, ссылку тоже оставлю в описании. А на моем сайте cluster.wtf вы можете найти почти все видео с моим участием. Многие из них очень редкие, многие вообще нельзя найти на YouTube. Все это сделано на основе PeerTube. Я думаю, кстати, начать выкладывать какие-то старые видосы в открытый доступ, которые раньше были только для спонсоров. Ну, потому что за давностью времен, им много лет уже. Например, неудачные дубли старых видосов. Что думаете? Это поможет заполнить пустоту на канале, чтобы хоть что-то выходило. Как вам идея? Пишите в комментариях. Вроде рассказал все, что хотел. Так что позволю себе вновь исчезнуть на некоторое время, пока не перееду. Всех вас люблю. Пока.